Вы никогда не хотели оказаться на месте этих детишек? В Мани-мирке, где того-то люстра, лучший автомобиль, одна фара, значит 1000 лошадиных сил. Нет? Почему же? Это самый лучший ШРМ, даже дрифт от нее пошел. Фонк на ней восстанавливать бы ее уже надо. Я по своей натуре уже с малых лет очень люблю машинки и прочую подобную дребедень. Не то чтобы я, конечно, прошел каждый НФС, каждый день играя в Форзу и так далее, но этот дух автоэнтузиазма со мной уже давно. Поэтому, когда я увидел данную игру у данного молодого человека, я понял, блин, я тоже хочу в это поиграть. Игра начала разрабатываться в 2019 году, нам это не особо интересно. А интересно нам то, что 23 февраля стало можно поиграть в нее в Steam. Бесплатно. Недолго думав, я поставил эту игру скачиваться. Скачав игру и зайдя в нее через день, у меня был прем в War Thunder, и я хотел выжать из него максимум, не осуждайте меня. Я увидел это. В принципе, стилек неплохой, но на время самой игры я предпочел всю эту мишуру выключить. Как только мы появляемся в нашем гараже, нам звонит некий JB. Спойлер, в прологе он больше не объявится. Васап, добро пожаловать в Японию. Классно, что ты наконец-то тут. Я знаю. Я сказал, что ты сможешь водить мои тачки, когда приедешь, но, я их всех продал. Так, слушай. У меня тут в коробке из-под обуви заначка. ДБУ тачку. Ох, бля, короче, мне нужно бежать. Увидимся. Так, ну ладно, это ведь нельзя считать тем, что меня кинули, верно? Даже денег дали, значит все точно схвачено. Выбрав тачку, выбор не особо большой. В прологе доступно всего 2 тачки, которые от друг друга особо ничем не отличаются, и по факту являются просто разной комплектацией одной машины. Я купил ее. К слову, управление меню, конечно, кал полный. И поменяв масло, выезжаю на своем ИЖ-комби на улице. Алло. Привет, малый, не бойся. Я так понимаю, у нас есть общий знакомый, который не выплатил долги моей организации. А теперь ты прибываешь сюда ни с чем, выезжаешь из их гаража на новом ИЖ-комби. Теперь ты будешь его использовать, чтобы вернуть мои бабки. Надеюсь, водишь ты неплохо. Не уезжай из города. Окей, меня точно опрокинули. Ну что ж поделать, едем возвращать денежки. Пока мы едем, обращу ваше внимание на физику. Физика здесь по ощущениям не похожа ни на что. Машина здесь едет как по рельсам. Она настолько плохо поворачивает, что я уже телом начал поворачиваться, наивно думая, что это мне как-то поможет. В будущем это дело я исправлю тюнингом, а пока остается только терпеть. Кое-как доковыляв до Тацуми, я роскошно завалил на своем страхе всех ларгусов на сходочку. Уверенным шагом я сразу подошел к своей жертве. Алло. Купи в следующий раз тачку на механике. К слову, да, я купил машину на автомате, потому что мне гига лень тыкать передачи самому. Дай, суки, предложил мне ставку 320к. К слову, иена того времени была дешевой. Смело делите на 100, а лучше на 110. И получите цену в баксах. Я специально гуглил, сколько стоила иена в 90-х. Без прикола. Ну что, заедем? Обосравшись на старте в первый раз, как и все, кто играл в эту игру. Что я готов, и он сейчас старт. О-оу. Во второй раз я стартанул нормально. Ушел в точку от лоха. Думаю, боже, как же легко. Ладно, надо привыкнуть. Кое-как закончив гоночку, я финишировал. Я решил поехать домой и потратить бабки на тюнинг. Как же тут много тюнинга! Бампера, фары, крылья, двери, капоты, багажники, спойлеры, диски, резина, рули, торпеды, сидухи, приборы и так далее. И всего этого по штук 40 на пункт. Я что, в раю? И большинство это не просто финтифлюшки, ака NFS Underground, они действительно влияют на тачку. Жесть. Но так как я не щук вонючий,
Просто зашил мозги на 200к и залутав целых 228 лошадиных сил и решил продолжать гонять. Какой же здесь классный саундтрек. Жесть. Со своих первых достаточно неплохих денег я купил себе диски. Как ни крути, диски это 70% нешки. Чутка покрутив шестереночки и ползуночки, в конечном итоге я получил вот это. Вот это уже реально тачка, а не ишкомби вонючий. В общем, я встал на путь Доминико Торрента. Я захотел стать самым крутым гонщиком. Я гонял и гонял, выигрывал раз за разом. Ну, иногда, конечно, и проигрывал, куда уж без этого. В общем, под конец ночи я выехал все так же в долгах, на около стоковом ведре, но почти с 3 лямами в кармане, которые, естественно, мгновенно растворились в машину. Заехавшись еще пару раз, я решил закончить и отправиться отдыхать. В реальной жизни, если что. На следующий день первым, что я решил сделать, это перекрасить машину из цвета, который почему-то вообще не ассоциируется с апельсинами, а только с блевотиной. Крутой мужицкий цвет. Кому не нравится, идите в My Little Pony играйте, тут играли настоящих мужиков. В общем, я все дальше шел по головам. Ставки росли, я был самым крутым. Меня все начали уважать. К слову, после 5К репутации в большинстве своем больше тебе никто не хамит и общается в основном ровно. Так вот, успех везде. Я продолжаю тюнить свою тачку, наслаждаюсь вайбом японского стрита 90-х. Даже долг выплатил. И сразу же по глупости влез в новый. Да, я умный, я знаю. Победил некого рэп-босса, наверное, Витя АК-47. И все было прекрасно. Пока я не увидел его. Нет, не та музыка. Вот да, ближе по смыслу. Боты тут, конечно, в большинстве своем глупые. Но дело тут не в ботах. Какая же ебучая трасса туннельные крысы. Я ни разу в гоночных играх так громко не орал, как тут. Было настолько сложно, что я весь сидел потный, периодически открывая окно через каждые 5 минут. И закрывал, потому что на улице холодно. Так ладно, трасса просто сложная. Так и сама игра подкидывает приколов. То меня заспавнит после того, как я врежусь не в том направлении. То меня зареспит просто так, хотя в этом не было вообще никакой необходимости. То сам босс выпихивает меня под встречку. А проигрывать вообще никак нельзя. 5 лямов на кону. Я и так по уши в долгах. Я орал, взывал о помощь. Жаль, что я записывал без микро. Вы бы точно оценили. И со скрипом кое-как прошел. Ух. Надеюсь, мне больше не придется играть на этой карте. Ну все, выдыхаем. Придется. Алло. Твоя судьба зависит от нас. Кого? Стартаймер приглашает вас в G-Company. А, ну так бы сразу. Ну все, круче меня нет никого. Теперь я просто буду почивать на лаврах в G-Company. Поехал в очередной раз, дотюнил свой гиперкар. Вот так теперь он выглядит. В нем 700 кобыл, если что. Я даже подумал, что это все, но как выяснилось, нет. А кто такой этот Endless Appear и почему у меня опять нет рейтинга? В общем, все то же самое, но в формате отжатия территорий. Тогда я вообще не вкурил, что происходит, но сейчас-то я понял. Я-то по факту вынес команду, опустил их репутацию и после этого присоединился к ним.
Причем это даже не я виноват, это вот такая логика у игры. Что ж делать, надо возвращать престиж своей команды и свою репутацию. Алло. Ты чё, ездишь на Сильве? У тебя все хорошо. Во всяком случае, я не езжу на этой Сильвии. Ну заплачь. Я опять ударился в гонки, в фарм репутации и денег. При первой же возможности я добил свою тачку аж до 922 лошадиных сил, что вообще не дурно. И, как выяснилось, немного зря. Сразу же в следующей гонке я почувствовал на самом деле самого грозного своего противника — перегрев. В будущем мне придется на старте просто тупо стоять и остывать, чтобы хоть как-то доехать до финиша. Ну норм, все, ну ты покури, я пока подожду. О, докурил? Ну, в таком случае поехали. Вот что, кстати, заметил. Обратите внимание, как один и тот же поворот проезжает бот, но на разных машинах. Знаете, что это значит? А это значит, что у тачек, по всей видимости, не только предел мощности, но и, естественно, предел управляемости. А управляемость тут очень роляет. Увы, сам оценить я не смог управляемость разных тачек. Пролог как-никак. Но по всей видимости в основной игре у нас будет выбор. Или же свапать мотор в любимую тачку и мириться, что херово рулится. Или же покупать новую. Что ж, я одержал победу над мини-боссом. А знаете, что это значит? И я знаю. Поэтому изначально решил подготовиться к этим мучениям. И я сделал машину настолько легкой, насколько мог. Увы, но это вышло мне в копеечку. И дабы заехать с боссом, мне нужно было нафармить денежку. К слову, я поставил нитро, и оказалось, что это такой кал. Почти ничего не дает и мгновенно перегревает тачку. В общем, не рекомендую. И вот он, босс. Стиснув зубы и взяв яйца в кулак, я набрал ему. Алло. К слову, от волнения я опять обосрался и случайно стартанул раньше. Признаться честно, то ли из-за моего опыта, то ли из-за того, что моя машина настолько хорошо рулилась и быстро ехала, что справился бы любой скуф Балтика 9 клавиатуры и сигой в зубах, я довольно просто справился. Плюс трасса оказалась не туннельные крысы, эта трасса оказалась у мини-босса. Но так как там и ставки ниже, и легче, я этого даже и не заметил. А трассой выступил аналог попроще. После того, как я мастерски, совсем точно, без перезапусков победил, мне в очередной раз набрали. Алло. Ваш путь был назначен задолго до этого, и ты от этого не убежишь. Eternal Sun приглашает вас в Endless Appear. Так, подожди. Если я сейчас приму это предложение, я ведь потеряю весь свой респект и уйду из команды, которую сам же вывел в топ. Зачем мне это? Я согласен. Вот же дебил. Судьба заманила тебя сюда. Теперь мы можем подняться. Не понял. Да чё вам всем от меня нужно-то, а? Пролог завершен. Спасибо, что поиграли. Это еще кто? Ладно, насрать. Поеду в свой гараж. Эта ночь была реально дикой.